В игровом мире хватает привычных симуляторов, но иногда встречаются проекты, которые радуют своей уникальностью. Они предлагают вам заняться делами, которыми вы вряд ли займетесь в реальной жизни. Здесь можно искать ценные вещи, разбирать гигантские металлические корабли на берегу, ухаживать за дачным участком или проживать суровую, но захватывающую жизнь на Диком Западе. Если вам хочется попробовать что-то свежее, неожиданное и немного безумное, такие симуляторы станут отличным поводом получить для себя новый игровой опыт. Здрасте, с вами Настя, и с тебя лайк и подписка, с меня интересный факт об игре из списка. Погнали! Моя жена выбросила мою коллекцию карточек, поэтому я купил целую свалку, чтобы найти их все. Это максимально ироничный симулятор, который берет абсурдную идею и превращает ее в спокойный, почти медитативный игровой процесс. По сюжету ваша коллекция карточек оказывается выброшенной. И единственный логичный выход – купить целую свалку, чтобы найти их все. Вы методично разбираете кучу хлама, сортируете находки, открываете новые зоны свалки и постепенно собираете утерянную коллекцию. Здесь нет таймеров, и темп игры полностью задаете вы сами. Каждая найденная редкая карта ощущается как маленькая победа. А сам процесс, хоть и превращается в рутину, довольно-таки залипательный. Помимо карточек, игра подкидывает побочные активности. Вы спасаете птиц, застрявших среди мусора, помогаете обустраивать для них гнезда и тем самым слегка очеловечиваете это место. Эти элементы не перегружают механику, а наоборот добавляют уют и ощущение, что вы не просто копаетесь в мусоре, а постепенно приводите хаос в порядок. Визуально игра выглядит ярко и нарочито мультяшно. Свалка подается не как грязное и отталкивающее место, а как игровая площадка, полная сюрпризов. Разработчик сознательно сделал игровой процесс максимально спокойным, чтобы сам акт копания в мусоре ощущался не как наказание, а как терапия, своеобразный антистресс в мире симуляторов. И интересный факт. Идея игры родилась из интернет-шуток и мемов о потерянных коллекциях и слишком увлеченных хобби. Разрабатывал проект один человек. Он хотел создать симулятор упорства, где игрок добровольно занимается чем-то заведомо странным и бессмысленным. В комментариях к дефлогам автор признавался, что механика грейда карт, грязные, чистые, ценные, это сознательная отсылка к реальному опыту коллекционеров, где состояние предмета определяет его ценность. Игроки сразу зацепились за само название. Многие писали, что кликнули из чистого любопытства, а остались из-за атмосферы. Лично мне напомнило бесконечно длинные названия аниме-сериалов. Также в комьюнити заметили, что некоторые карты появляются только при определенных паттернах копания, если менять глубину, направление и темп. Storage Hunter Simulator. Игра с атмосферой телешоу про распродажу имущества заброшенных складов, где весь геймплей строится вокруг риска, расчета и умения видеть ценность там, где другие видят только хлам. Основной процесс начинается с аукциона. У вас есть всего несколько секунд, чтобы понять, стоит ли покупка своих денег. Вы участвуете в торгах с соперниками, где важно не поддаваться азарту и не переплатить. После победы склад нужно разобрать вручную, аккуратно рассортировать находки и понять, что перед вами. Бесполезный мусор или редкий предмет с хорошей стоимостью. Предметы можно продавать в комиссионных магазинах, коллекционерам с особыми запросами или использовать для развития собственного бизнеса. Со временем вы открываете свои магазины, нанимаете сотрудников, улучшаете транспорт и постепенно переходите от случайных сделок к выстроенной системе заработка. Игра поддерживает одиночный режим и кооператив до 4 человек. Проект подойдет тем, кто любит неспешные симуляторы с элементами экономики, где удовольствие приносит не скорость, а удачное решение и ощущение выгодной сделки. Интересный факт. Разработчики сознательно заложили в игру тысячи предметов с разной степенью редкости и состоянием, чтобы даже опытные игроки не могли читать склады с первого взгляда. Ключевая цель игры – передать азарт аукциона при минимуме информации. Вы видите только вход в бокс, свет, тени и силуэты, а не лут-таблицу. В одном из ранних дефлогов авторы признавались, что система генерации лута умышленно нечестная. Дорогой предмет может лежать в самом захламленном боксе, а идеально чистый склад оказаться пустышкой. Это сделано, чтобы имитировать реальный риск аукционов. Игроки заметили, что освещение в боксе – ключевой намек. Определенные типы теней чаще связаны с крупногабаритными предметами, мебель, техника, а не мелким мусором. Скуф на даче. Это приземленный дачный симулятор, который намеренно отказывается от привычных игровых целей, прогресса и правильного геймдизайна. Здесь нет гринда, квестов или развития персонажа. Игра целиком построена вокруг погружения в атмосферу. Геймплей представляет собой набор бытовых занятий. Растопить печь в бане, нарубить дров, съездить в лес за грибами и так далее. А можно провести весь игровой вечер, ничего не делая. И это будет абсолютно нормальным сценарием. Ключевая особенность игры – вайб дачника. Проект представляет из себя пародию и одновременно форму цифровой эскапистской
физической терапии. Возможность сбежать от реальной в комфортную виртуальную среду. Юмор здесь грубоватый местами, намеренно примитивный, сменной эстетикой и самоиронией. Это не симулятор реализма, а симулятор состояния, где важнее атмосфера, чем механики. Скуф на даче подойдет тем, кто устал от сложных систем, бесконечных задач и напряжения. Автор открыто говорил в постах и комментариях, что задумал игру как ироничный портрет среднего скуфа, без намерения кого-то обидеть. Интересный факт. Игра изначально задумалась как мем-проект без четкой структуры. Однако, благодаря неожиданному теплому приему со стороны игроков, превратилась в полноценный релиз. Пример того, как абсурдная идея может попасть прямо в настроение аудитории. Также подчеркивалось, что визуальный стиль, угловатые модели, простая анимация выбран осознанно, как продолжение мем-эстетики, а не из-за технических ограничений. Это редкий пример локальной культурной отсылки в игре, который будет непонятно западной аудитории, потому что она создана больше для русскоязычных игроков, ибо они узнают персонажа себя или родственников. Ship Graveyard Simulator 2. Это прямое и более масштабное продолжение симулятора разборки кораблей, где вы возвращаетесь на побережье с крупнейшим кладбищем судов. Ваша задача — демонтировать списанные корабли, разбирать их на детали и превращать тонны металла в деньги. Основной геймплей строится вокруг физического демонтажа. Вы срезаете обшивку, разбираете отсеки, извлекаете двигатели, панель управления и другие крупные модули, используя резаки, пилы, молоты и тяжелую технику. По сравнению с первой частью корабли стали заметно крупнее, а сами конструкции сложнее, что требует более вдумчивого подхода к разборке и планированию маршрутов внутри судна. В игре появился акцент на опасности профессии. Утечки газа, оголенные кабели, токсичные помещения и падающие конструкции регулярно напоминают, что работа на кладбище кораблей не медитативная прогулка, а рискованный труд. По мере прогресса вы улучшаете инструменты, заказываете новые суда через домашний терминал и беретесь за более масштабные контракты. Разработчики учли поведение игроков в первой части, которые слишком быстро оптимизировали разбор кораблей и ломали экономику. Поэтому во второй специально усложнили логистику, доступ к зонам и вес предметов. Интересный факт. При разработке второй части команда уделила особое внимание масштабу и модульности кораблей. Многие суда создавались с расчетом на разборку в любом порядке, чтобы игроки могли сами выбирать стратегию демонтажа, а не следовать жесткому сценарию. Игроки заметили, что тип корабля влияет на стратегию разбора сильнее, чем кажется. Одни суда выгоднее разбирать сверху вниз, другие через внутренние отсеки. Также нашли, что некоторые предметы имеют скрытую ценность, если не ломать их, а доставлять целиком. Об этом многие узнали случайно, потеряв деньги на распиле. Комьюнити также выяснила, что экономическая система допускает временные просадки рынка, из-за чего иногда выгоднее ничего не продавать и просто продолжать демонтаж. Cowboy Life Simulator. Это расслабляющий симулятор жизни на ранчо в антураже Дикого Запада, который делает ставку не на выживание или жесткий менеджмент, а на атмосферу, постепенное развитие и ощущение жизни с нуля. Игровой процесс начинается с маленького участка земли, козы и минимального набора инструментов. Основной геймплей вращается вокруг управления ранчо. Вы сажаете культуры, ухаживаете за животными, строите хозяйственные постройки и постепенно расширяете свои владения. Важную роль играет крафт, от базовых предметов для фермы до улучшения упрощающих повседневные задачи. Отдельного внимания заслуживает открытый мир и городок Брейвстенд. Местные жители живут своей жизнью, выдают квесты, делятся историями и постепенно раскрываются по мере общения. Сюжет подается через побочные задания и небольшие истории, создавая ощущение живого мира, а не линейной кампании. Есть и легкие элементы боев, столкновения с дикими животными и бандами. Но это второстепенная часть игры. И интересный факт. Разработчики изначально задумывали игру как вестерн-версию Stardew Valley от первого лица, но в процессе разработки сделали большой упор на исследования и сюжетные истории жителей, превратив игру в гибрид фермерского симулятора и приключенческого лайфсима. Игроки заметили, что погодные условия влияют на повседневную рутину. Дождь и жара меняют эффективность работы, охоты и передвижения. Отношение NPC меняется не только от диалогов, но и от вашего внешнего вида и состояния ранчо, что является скрытой репутационной логикой. Игра — вестерн без пафоса, где главное не перестрелки, а просто симуляция жизни на Диком Западе. Эти симуляторы показывают, насколько разнообразными могут быть виртуальные занятия. Одни из них создают атмосферу спокойного отдыха, другие дают заряд азарта и исследовательского духа. Каждый проект в подборке предлагает свой стиль и настроение, поэтому среди них легко найти что-то, подходящее именно для вас. Если вам хочется открыть для себя что-то новое и поиграть в симулятор, который точно запомнится, то этот список станет отличной отправной точкой. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами был Настена, всем пока-пока.